Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про монету будущего, про монету Toncoin. В последнее время о ней стали много говорить публичные известные личности, и монета стала активно расти. Если вы хоть как-то связаны с криптовалютой, то должны понимать, о чем больше говорят, во что больше верят люди, то и начинает расти в цене. Так вот, сейчас Тон начали пампить, и давайте разбираться, что это, кто этим занимается и чего ожидать в дальнейшем. Если вкратце, то Тон — это блокчейн третьего поколения, разработанный в 2018 году братьями Дуровыми. Да, теми самыми, которые разработали Telegram Messenger. Но позже им пришлось оставить этот проект из-за сложившейся ситуации с судом, и проект был передан открытому сообществу Тон, которое с тех пор поддерживает и развивает его. Сам же Тон был разработан для молниеносных транзакций, он ультрадешевый, удобный и полностью рабочий. После того, как Telegram был вынужден покинуть проект, его продолжили развивать совершенно другие разработчики. И к настоящему времени более 40 независимых некорпоративных разработчиков из разных регионов работают над проектом в качестве некоммерческого сообщества Ton Foundation, которое финансируется за счет пожертвований. Цель проекта состоит в том, чтобы объединить все блокчейны и интернет в единую глобальную сеть. Звучит все очень серьезно, ну а почему бы нет? Давайте вкратце быстро пробежимся по дорожной карте проекта и дальше разберемся, кто же его пампит, как он хайпит и вообще что сейчас происходит. Все началось с того, что братья Дуровы в свое время не сумели найти на рынке подходящий блокчейн для того, чтобы реализовать свои амбициозные планы по экосистеме. После чего они с командой уникальных разработчиков приступили к созданию Тон, блокчейна следующего поколения с монетой Грамм. Между прочим, команда Telegram сумела привлечь 1,7 миллиарда в ходе закрытого ICO для запуска Грамм. Все это началось в 2018 году, а уже в 2019, вложив в проект огромные усилия, команда завершила проектирование и разработку основных компонентов Тон. Затем весной 2019 года команда Telegram запустила первую тестовую сеть. Затем код был открыт, и 15 ноября 2019 года стартовала Testnet 2. Но совершенно неожиданно комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о чрезвычайных мерах против Грамм и получила временный запретительный судебный приказ против Telegram в связи с предполагаемым незарегистрированным текущим предложением цифровых токенов в США и за рубежом, которое привлекло более 1,7 миллиарда долларов средств инвесторов. Сам же Telegram утверждал, что претензии SEC были необоснованными, но согласился отложить запуск сети и монеты до тех пор, пока не будут решены все юридические вопросы. А инвесторы приняли предложение Telegram о пересмотре даты запуска. Наступает 2020 год, все сопротивления оказались бесполезными, и Telegram поднимает белый флаг перед судом, который запретил ему выпускать Грамм. 2 месяцами позднее команда Telegram закрыла проект и прекратила поддержку Testnet 2 после того, как суд одобрил мировые соглашения, предусматривающие штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Тем не менее, Telegram не опроверг и не принял эти обвинения. Затем компания помирилась с инвесторами и предложила план возврата денег. Именно тогда-то независимые разработчики и команды подхватили флаг Тон и продолжили этот проект. Таким образом, к проекту присоединилось большое количество разработчиков, никогда не работавших в Телеграме. Сейчас проект доделывает очень многие вещи, которые по планам дорожной карты, и как только все это будет доделано, я думаю, что хайп начнется во всю Ивановскую. Таким вот образом можно наблюдать на сайте проекта, что уже закончено и какой процент готовности составляет та или другая задумка в рамках дорожной карты. Так, например, видно, что платежи через Тон готовы на 90%, Тон DNS тоже на 90%, Тон Прокси на 75%, а хранилище на 50%. Сегодня монету Toncoin можно купить за $3.34 за штуку. Но еще месяц назад монета стоила на $1 дешевле. Если сегодня она стоит 3.34, то вернемся назад и посмотрим. 23 декабря она стоила 2.34. Откуда такой скачок? Откуда такой рост? Давайте я вам напомню. В своем телеграм-канале Павел Дуров упомянул монету Toncoin. Здесь он высказал свое мнение, что гордится этим проектом, который хоть и не является частью Телеграма, но до сих пор существует, развивается, и ему приятно наблюдать за тем, что они добились. Вот так вот нехитро запампил Павел Дуров эту монету аж почти до $5. Но каждый хайп он временный, если его не поддерживать. Как мы видим, монета откатилась назад и стала торговаться на уровне $2,6 за штуку. Но что-то произошло с 12 на 13 января, и монета снова полетела вверх. А Тон комьюнити в Телеграм начала активно расти. Так вот они празднуют уже 200 тысяч подписчиков. Это было 14 января.
и всего за трое суток сообщество выросло еще на 15 тысяч подписчиков. Всего этого не было бы, если его снова не начали пампить. На этот раз Тон упомянул Моргенштерн, рассказав об этом проекте в своем инстаграм-аккаунте. Далее комьюнити Тон узнает, что Моргенштерн будет работать с Тонкоин, а сам же Алишер в своем телеграм-канале заявил, что создал тайное сообщество, в котором он якобы обещает делиться инсайдами, эксклюзивным контентом, опытом, а главное практиковать живое общение. Но само собой для доступа в тайное сообщество нужно забашлять бабку, а как иначе, пишет Алишер, а точнее одну монету Тон. То есть если хочешь попасть в тайное сообщество, купи сперва монету. И для того, чтобы послужить для всех примером, он сам купил этой монеты на 10 миллионов рублей. Все заголовки так и пестрят, что Моргенштерн вложился в криптовалюту, Моргенштерн пошел криптопутем. Везде об этом пишут, говорят, Моргенштерн купил Тонкоин на 10 миллионов рублей. И, кстати, ранее Моргенштерн заявлял, что запустит NFT-платформу. Видимо, действительно его все это начало увлекать. В своем инстаграм-аккаунте он выложил историю о том, как купил на 10 миллионов рублей монеты Тонкоин, или же в перерасчете на доллары 139 тысяч долларов потратил он на покупку этих монет. Вот эта запись, можно все здесь посмотреть. Я думаю, что те, кто наблюдает за Алишером, они и сами это видели в его инстаграм-аккаунте. Сам же Алишер написал, что деньги грязь, будущее в крипте. Ну а после того, как новость стали активно везде публиковать, сам Алишер заработал 20 тысяч долларов всего за один день. Ну это в теории, если бы он продал свои монеты. Всегда найдется тот, кто любит считать чужие деньги, и собственно здесь это все быстренько тут же посчитали. Сколько купил, по какой цене, какой процент роста и сколько составить могла его прибыль. А в сообществе TradingView начались смелые прогнозы, что Тонкоин может подняться даже почти до 10 долларов. Вот, пожалуйста, один из прогнозов, который попался на глаза. И чтобы вы понимали, у Моргенштерна только 8 миллионов подписчиков в Инстаграме, 11,5 миллионов на Ютубе и почти 1 миллион в Телеграм-канале. Давайте посмотрим, что пишет сам Алишер в своем Инстаграм-аккаунте. Вот есть такая запись, где он облеплен деньгами. И здесь он создал пост для тех, кто еще не законсервировал свой мозг и хочет держать руку на пульсе настоящего, дабы не доедать последний хуй с маслом в будущем. И далее Алишер пишет, что судьба подарила ему ситуацию, из-за которой пришлось оставить кучу бабок и имущества. Большое спасибо за это, ведь я снова начал развиваться и изучать способы зарабатывать на очередную цепь, тачку или дом. Познакомился с многими людьми, на фоне которых впервые почувствовал себя нищим лохом и дико кайфанул с этого. Сейчас я вижу свое будущее не только в чарте Billboard, пишет Моргенштерн, но и в метавселенных, NFT и криптомире. Всегда был далек от этого и относился скептически, но когда биткоин растет в 50 раз буквально за несколько лет, глупо игнорировать современные реалии. Плотно заобщались с ребятами из Тон, и сейчас этот проект, в который я верю больше всего и в котором буду принимать активное участие. Во-первых, изначально разработкой Тон занимался Telegram, а во-вторых, сейчас он в руках лучших умов нашей ненаглядной родины. В общем, Криптоморген тут ебать народ. После чего появляется пост со знаком вопроса. Называется он «Почему?». Речь идет о новой песне, которая доступна на всех площадках. Естественно, саму песню можно послушать и на его YouTube-канале. Сам клип уже посмотрело почти 5 миллионов человек всего за 3 дня, а сама песня практически посвящена токену Тон. Так и поет: положил 10 лямов на ладонь и купил монеты Тон. И самое интересное здесь то, что Моргенштерн никогда не занимается короткими рекламами. Если он что-то начинает делать, то это тянется длительное время. Вот, пожалуйста, сперва реклама в Инстаграм. Потом Моргенштерн пиарит эту монету в своем Телеграм. И, наконец, выпускает даже целый клип, посвященный этой монете. Совершенно будет неудивительно, если он продолжит это делать и в будущем. В общем, Моргенштерн теперь, можно сказать, официальный амбассадор проекта Тон. Вполне вероятно, что Моргенштерну хорошо заплатили за эту рекламу. Ведь вряд ли он просто так захотел стать амбассадором этого проекта. Но так или иначе, зарубежные заголовки уже записали его в амбассадоры. Естественно, для проекта Тон это очень хорошо, что у него формируется не только русскоговорящая комьюнити, но и зарубежная. Сам же Тон уже очень хорошо дружит с Telegram. Таким образом, у них уже создан кошелек, который может быть привязан к аккаунту Telegram. А через него уже можно купить криптовалюту с помощью банковской карты, получить ее, отправить кому-то или обменять на другую крипту. И вполне вероятно, что в будущем этот кошелек будет использоваться для оплаты многих услуг, не выходя из Telegram мессенджера. И поскольку сам проект действительно интересный, я не удивлюсь, что после Павла Дурова, Моргенштерна, кто-то еще начнет его пиарить. Данный проект хорошо закрепляется на волне хайпа. Ну а к чему все это приведет, покажет лишь время. И если вы решили купить эту монету, то давайте расскажу
покажу, где ее можно купить. Если вам проще покупать через децентрализованные биржи, то, пожалуйста, Uniswap или PancakeSwap. Ну а если на биржах, то, пожалуйста, FTX, Gate или OKEX. Ссылки на эти биржи оставлю в описании под видео. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, где я публикую различные интересные новости. Например, про токен Toncoin я упоминал еще намного раньше. И те, кто его могли купить тогда, сейчас уже заработали. Ссылка на телеграм также будет в описании под видео. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.